В глухой карельской тайге, когда метель стирала следы и горизонты, 45-летний лесник Андрей Михайлович сделал то, чего не требовала инструкция, но требовала совесть. В расщелине между скал он нашел волчицу, беременную. Ее пасть была туго перетянута лентой, а задняя лапа зажата браконьерским капканом. Она не рычала и не пыталась вырваться. Она просто ждала. Рядом лежал его пес, напряженный, но молчаливый. Если уйти, зверь умрет. Если остаться, можно не пережить ночь. И именно в этот момент у волчицы начались роды. Андрей много лет служил в заповеднике. После развода он ушел в лесную работу окончательно. Здесь все было честно. Холод есть холод, след есть след. Он знал тайгу и знал, как опасна буря, что уже поднималась. Но он также знал другое: если сейчас оставить ее, смерть будет долгой. Он быстро оценил рану. Капкан глубоко врезался в ткань. Снимать его резко значит выпустить в кровь токсины и убить животное за считанные минуты. Нужно было выиграть время. Он достал нож, веревку, деревянные колышки. Действовал спокойно, как на учениях. Зафиксировал капкан вместе с лапой, чтобы уменьшить боль и разрушение тканей. Волчица вздрагивала в схватках, снег густел, ветер усиливался. Пес лежал рядом с ее головой, удерживая тонкое равновесие одним своим присутствием. Становилось ясно: без седативного препарата не обойтись. В аптечке был сильный ветеринарный препарат для крупных животных. Он понимал риск: лекарство может навредить щенкам, но без матери у них не было бы никаких шансов. Он сделал укол. Через несколько минут дыхание волчицы стало ровнее. Боль отступила, не исчезла, но перестала быть разрушительной. Теперь можно было двигаться. Андрей подтащил грузовые нарты, закрепленные к старому снегоходу. С трудом погрузил волчицу, укрыл брезентом и спальником. Когда двигатель завелся и машина тронулась, из белой мглы появились тени. Стая. Они не нападали, не окружали, просто шли параллельно. Крупный самец держался чуть впереди, внимательно наблюдая. Затем раздался вой, глубокий, протяжный, многоголосый. Это не был вызов, это было прощание. Стая пела своей самке. Андрей понял: его действия видят, его выбор замечен. Он ехал осторожно, но буря усиливалась. В какой-то момент снегоход резко заглох. Переднее крепление треснуло от мороза. Ветер завывал, холод пробирал до костей. Выбор снова встал перед ним: оставить все и идти пешком, или чинить машину под взглядами стаи. Он вспомнил годы службы, случаи, когда однажды не вмешался и долго жил с этим. Тогда он решил: если остаешься человеком, значит остаешься до конца. Он снял перчатки и начал ремонтировать крепления голыми руками. Веревка, молоток, временные узлы – все, что могло удержать конструкцию. Стая сидела неподалеку, как молчаливые свидетели. Ни угрозы, ни движения вперед. Наконец двигатель снова ожил. На рассвете они добрались до ветеринарного кордона. Их встретила опытный врач Елена Сергеевна, женщина, которая привыкла действовать без лишних слов. Волчицу внесли под лампы. Роды продолжились уже в тепле. Не все щенки были крепкими, но они дышали. И мать выжила. Прошли месяцы. Зима уступила место весне. Андрей снова ходил по тропам, проверял метки, чинил изгороди. Но внутри что-то изменилось. Не стало легче. Стало яснее. Однажды летом он оказался на том самом склоне. Из-за деревьев вышла волчица. Живая, сильная. Рядом подросшие щенки. Она остановилась на расстоянии. В ее взгляде не было ни благодарности, ни угрозы, только признание случившегося. Один короткий глубокий вой, не призыв и не прощание, а знак. Затем она увела молодняк в лес. Андрей не сделал ни шага следом. Он понимал: вмешательство закончено. Дальше их жизнь. Иногда чудо не приходит громом и светом. Иногда оно происходит тихо, через руки человека, который мог пройти мимо, но остался. В нашей жизни мы тоже стоим перед такими выборами: помочь или отвернуться, потерять время или сохранить совесть. И, возможно, именно в этих решениях определяется, кем мы станем.
Иногда Бог действует не через знамения, а через человеческое милосердие. И этого достаточно.